Начну с Тарковского, потому что это самая необычная задача. И первый разговор, который с ним состоялся, вот когда он меня пригласил, я говорю о Солярисе, потому что первая с ним работа была. Но все равно это позиция его отношения к музыке в кино, в его кино, именно его кино. Он мне первый сказал, что ему композитор как таковой вообще не нужен. Ему нужен композиторское ухо и мастерство владения звуком, чтобы соединять, делать музыку шумов. Может что-то добавить из оркестра, но чтобы как бы они не вылезали из шумов, и просто это были как бы организованные шумы волей композиторской. Меня это страшно поразило. И так все время, как бы, значит, Солярис, потом Зеркало и Сталкер. В общем, эта мысль все время значит, присутствовала, что мне не нужно музыка в чистом виде, еще он говорил, просто как развитие темы. Это не концерт, он говорит, что это специально. Это... Там, да, еще он еще интересную фразу говорил, что там, где не хватает мне никаких средств, которыми владею в кино, тогда я там включаю музыку. Но так как он как бы обходился, поэтому моему композитору нужен был только вот как организатор шумов. А там, где была нужна музыка, который в Солярисе, он брал Баха. Но здесь тоже и в «Зеркале» это был тоже Бах, Айганес Пассион, или Матеус Пассион, я сейчас подзабыл. И то тоже, это не просто, так сказать, подкладка музыки к изображению. Это с ним разговоров, он одна замечательную фразу мне сказал, что, ну, когда я его спрашивал, почему, ну, я тоже могу написать, дескать, вот, что-то к кадру. Он говорит, дело не в этом, дело в том, что кино очень молодое искусство, у него нет никаких корней, всего 100 лет. И чтобы создать подсознательно у зрителей ощущение глубоких корней, что это связано вообще с искусством мировым, ему нужна музыка старых мастеров, как и картины старых мастеров у него цитируются вдруг ни с того, как бы ни с сего. Раз, там, Леонардо да Винчи. Это как раз создает подсознательно, как он полагал, и наверняка он был прав, некую глубину корней этого искусства. И как бы вопросы снимались. Искусство это не искусство, это просто некий новый тип изложения, что ли, но никак не новое искусство. Поэтому работать, вот, кстати, меня мысль ошарашилась, я достаточно был там молодым человеком, мне даже 30 еще не было. И, значит, когда мы начинали с Солярисом, я так себя очень долго преодолевал. Но там, на конце концов, я выработал некий язык, вот в работе с 3 картинах, которые я делал с Тарковским. И что удивительно, что потом это никому не потребовалось. Это абсолютно, вот я выработал систему своих образов и систему даже записи, партитуру. Так, я долго к этому подходил. И потом это осталась вот только музыка фильма Тарковского. Больше в такой манере это не было никому нужно, и никто даже меня не спрашивал. Абсолютно. Вот это странная такая история. Как бы я начал, закончил вот некий цикл, вот, Тарковский ушел, и, в общем, это уже, так сказать, не востребовано и вряд ли когда-нибудь будет востребовано. К сожалению, мы так все-таки мало общались, мы больше общались по работе. Андрей, так мне кажется, был вообще очень закрытым человеком. Я-то его застал уже последние, ну сколько мы, с 72-го года, нет, в 70-м году мы с ним познакомились. А умер он в 89 или 6-м, да? Вот, да, в 86-м, совершенно верно. Так что период, так сказать, 16 лет и... Ну, буквально по пальцам можно перечислить, когда мы там собирались в каких-то компаниях у него дома, выпивали там. Но это были наперечет. Мне казалось, что Андрей вообще очень закрытый человек. Мне кажется, у него ближайший друг был вот один, это Солоницын Толя, с которым они были как-то связаны какими-то такими таинственными узами. И, кстати, оба умерли от одной же болезни, очень поразительно. Это такая связь мистическая. Вот, ну, я Андрея вспоминаю, вот почему-то все время часто вот, сидящим в кресле в монтажной, это у меня такое воспоминание,
Это желтое кресло, которое в Солярисе, как раз, снимал. Это кресло снималось. Мне кажется, постоянно напряжен, о чем ты думаешь. Я такой погружен в себя всегда. Вот. Хотя мне не было никогда с ним сложно, так вообще ничего там и шутили, что-то говорили. Но вот таких близких отношений так вот не получилось, не знаю почему. Он только мне звонил, начиная новую картину, вот, зайди, там, посмотри, всякое прочее. По ней поговорили. Потом на картине встречались и расставались. Мне, кстати говоря, опять возвращаясь к его странной манере работы, конечно, с композиторами, он не приходил даже на записи музыки, что меня совершенно просто выбивало из меня всю почву, потому что я-то, допустим, уверен, что я написал, но знаю, что режиссер, единственный человек, кто знает, как должно все сложиться, это режиссер, то есть он все это видит, слышит и может сказать туда и не туда, потому что у него одного только в голове есть план всей картины. Когда я говорю, что ж не приходишь на запись, говорит, ну это же не концерт. Я говорю, хорошо. Он говорит, а вдруг мне понравится, а когда потом поставим изображение, это будет никуда не годиться. Нет уж, я, говорит, лучше поставлю, когда есть, уж там же я буду решать, нужна музыка или нет. То есть до конца я был в подвешенном состоянии. Вот это было ужасно. Я все эти картины всегда нервозно себя чувствовал. Мы записываем там, без музыки и все такое прочее. Много, это несколько смен, 4, 5, 6 даже, 8 даже смен. Потом, значит, неизвестно, будет это, не будет, и все такое. Правда, один, кстати, вот, однажды он пришел на запись, вот он что такое, когда он снимал, начал «Сталкер» делать, в это время он увлекся философией дзен-буддизма очень, и вот ему померанец, я не забыл, как его зовут, только подарил свою диссертацию. Это первая диссертация докторскую он писал, по-моему, или кандидатскую, по дзен-буддизму вообще был в России. Ее, конечно, зарубили, естественно. Но он вот эту диссертацию, это мне Андрей дал. Я даже рукой всю ее переписал. У меня есть несколько тетрадей. И он мне сам сказал, вот прочти диссертацию, потому что вот эта картина очень важна, чтобы ты понял Восток-Запад, хотя бы прикоснулся, что это такое. И мы с ним долго беседовали на эту тему. Вроде я так все это понимал. Он как раз говорил, что ему нужна тема, которая, скажем, игралась бы на восточном инструменте, но была бы европейская, тут как бы такое сочетание структур. Вместе с тем они никогда эти две реки никогда не сольются. Вот в этом я как-то все это буквально понимал, значит, и он, видимо, почувствовал, что здесь что-то я что-то не совсем понимаю, и вдруг пришел на запись. Вот тут я тоже взволновался не на шутку. Там я выписал из Армении одного специалиста, такой инструмент есть тар, но он вообще на Востоке очень известный инструмент. А вот этот, я сейчас, к сожалению, забыл этого исполнителя, он сейчас в Америке и очень знаменитый стал, играет тоже, в Голливуде тоже играет. Вот, забыл это. И он очень знает вообще хорошо если можно сказать, литературу, религиозную музыку всех народов, да, и, скажем, азербайджанскую, что играется на таре, религиозные вот эти мугамы, все потрясающе, молодой человек, который был. Вот, читал, и почему выбрал, потому что я не знал, что он такой образованный по части вот так, знания. Просто ноты знал. Многие народные исполнители не знают нот. А он знал хорошо нот. Он консерваторию кончил там по скрипке, что не знаю. Вот, и я, значит, потом порылся у себя в библиотеке и нашел одну мелодию средневековую Пульхерема Роза, посвященную Деве Марии. Это одна 14 века, даже 12, кажется. Андрей показал, говорит, да, это очень подходит. Такая эскетическая, скупая мелодия. И, значит, я сделал инструментовку, вот тар играет эту мелодию, восточный тембр, кстати. Вот, Андрей слушает, потом меня отзывает в коридор, говорит, слушай, совершенно не туда, абсолютно. Главное, чтобы не слышал музыкальный редактор, никто.
Он говорит, а я говорю, а что делать, я сейчас не могу переделать. Ну, да, сейчас проведем запись, говорит, я подпишу все документы, скажу, все в порядке, а потом мы сделаем. Так что картину второй раз уже снял, теперь музыку. Да, вот, значит, виду не подал, там Лукина, покойная музыкальный редактор, очень строгая дама, ее боялись все, как нет, потому что она там все держала. Андрей, вы принимаете музыку? Он говорит, да, все в порядке, все, Раиса Александровна, все в порядке, все. Потом мы опять стали встречаться, долго на это разговаривать. Я никак не мог понять, что же, как это все дело сделать-то. Пока вдруг совсем не, вот как вот простейшее решение приходит вот не сразу. Я вспомнил индийскую традицию импровизации, когда берется на вине инструмент, основой тон гудит, а солирующий инструмент ситар начинает делать всякие, значит, юбиляции, вариации на тему, на мелодию. И вот тут у меня эта идея, значит, мне не понравилось, что я точно понял, что надо. Мне уже не понравился никакой оркестр, я пригласил вот опять этого исполнителя Натари. Маленький струнный оркестр, синтезатор Синти-100. И вот, значит, да, и блок-флейта, который... Значит, мне играл, Натари играл такие... Я говорю, только не играй никаких мугамов, чтобы это было, чтобы не было опять точно адреса, что это, так сказать, традиция. Мне не нужна традиция, что-то поимпровизировано на эту тему. Он понял быстро. И, значит, хотя вот потом я писал несколько писем, получилось из Варжана, что мне кажется, что это играет мугам. Это удивительно совершенно. Да, я говорю, ну это, потом я сказал, что это же традиция, это близко. И сверху вот этой вот такой статической музыки, соло на прямой флейте, на блок-флейте, средневековой мелодии. Вдруг это все точно, вот Андрей пришел, говорит, да, вот это то, что надо. И так это вот во всем сталкере. Но это я долго, это казалось проще и проще, но я вот это через этап вот шел к этому пути. И в последний момент нащупал. И тогда он в эту тему везде стал ставить. Она практически во всем карте. Там было много написано музыки, потом только ее и ставил, потому что она вот точно легла. И хотя вот я вспоминаю о нем еще, я там, мне кажется, я пластинку, которую я делал в Голландии, из музыки фильма Тарковского, я потом это поставил. Это из «Сталкера» музыка, называется она «Они шли долго». «Они идут долго», «They go long». Это там, где они по трубе идут долго, вот этот пароход. Значит, и он, значит, здесь нужна музыка, в общем, договорились, я написал, он так послушал, говорит, да, это подходит. Потом я приходил на запись, а он то выключает, то включает. Я говорю, ну что-то хорошо же. Ну, он говорит, если вот я могу продержаться без музыки, то я все-таки ее не буду ставить. Потому что она, вот это музыка, говорит, мне не нужно там никакой, мне не нужно никаких, там ритмическая такая идет фигура, которая как бы, ну, некое медитативное состояние вводит. Говорит, что это опять музыка, мне она там не нужна. Но я вот, если обойдусь, я ее не включу. Потом я все это сознательно за этим следил, приходил на перезаписи. Он говорит, нет, все-таки я без нее не обойдусь. Там дам. Я успокоился, перестал ходить. Он ее выключил. Все-таки в последний момент ее снял с картины. Я считаю, что это вот ошибка, вот это вот желание как бы удержаться без музыки. Потому что это вот я много раз это все знаю хорошо. Мне кажется, там не хватает. Может, не этой музыки, может, надо было сказать другой какой-то. Потом эта история с поездом, финал «Сталкера», где идет поезд, проносится поезд, и вы слышим какие-то там знакомые вроде какие-то интонации под стуком колес. Там 9-я симфония звучит Бетховена, ну такие шлягеры известные, как шлягеры симфонические. Что-то там Бизе, ну я забыл, что подбирали. Ну, сейчас не припомню, что это мы составили список таких известных вещей, которые подсознательно обязательно сработают на человека, потому что все их слышали всегда по радио, они ежедневно играются. Вот. Я как раз спросил, для чего тебе надо? Он говорит, ты знаешь, это просто вот такое ощущение, что и у меня тоже есть, когда идет или в поезде едешь, или близко проносится поезд, какую-то музыку себя слышишь там, под этим грохотом, организованным еще этим ритмическим стуком колес. Я тоже ловил, что какую-то шум, какую-то музыку, как в водопаде, если долго слушать, то начинаешь что-то выхватывать ухом, какие-то мелодические обороты воды из шума. Вот это просто он хотел говорить, это никакого знака не имеет. Но
Не то, что какая-то цивилизация куда несется никуда, нет, просто вот такой странный такой эпизод, который вот работает каким-то образом. Потому что у каждого есть воспоминания, видимо, об этом звуке, и каждый, наверное, что-то сам себя ловил на мысли, что-то там слышится. Потом я вспоминаю еще с Андреем, сейчас пару раз говорили, как-то однажды, помните, после «Зеркала», вдруг на несколько дней мы поехали к моим родителям, они жили в Загорске, просто на 3 дня, что ли, у нас прожил, с Ларисой, своей супругой, еще маленький Андрей был совсем крошечный. Ну, тоже так мы так это ничего не примечательно провели в таких беседах за столом, за столе, ничего особо не обсуждали, выпивали. Вот. Такая мирная беседа ни о чем, ни об искусстве, так как-то что-то вспоминали, какие-то случаи. Он вспоминал о своей бытности, как он был геологом. Вот почему-то тогда было сильное воспоминание именно геологической, как там они погибали и все такое прочее. Видимо, он и подхватил. Хотя он поехал в геологи, он назначил врач, говорил, вам нужно поехать куда-то, почему-то не на юг, а в Сибирь. Лечить легкие у него были туберкулез, и он считал, что именно сибирский воздух его вылечит. Так оно и случилось, он на долгие годы очень излечился. Потом, правда, это сказалось, видите, неожиданно. Вот. Рассказал, что там какой-то был старый геолог, который, он считает, был учителем своей жизни, был, который как бы научил, то есть много показал, что не общение с природой, а какие-то такие некоторые вещи, которые человек проходит мимо, которых случайно человек в тайге, а он там провел всю жизнь. Так сказать. Что-то он не говорил конкретно, но что он сильно повлиял на меня. Как человек от природы просто вот такой. Я его назвал как-то имя его, не помню. Говорит, что он был уже старик. Вот такие какие-то необрывочные воспоминания. Я еще вспоминаю, я вот это в нескольких книгах о Тарковском там вспоминаю, вот это действительно уникальный случай в одной компании. Помню, там был Мишарин, то же самое. Чуть ли Мишарин принес какой-то тест. Да, тест на гениальность. Что-то там было полно народу, и помню, мы пили самогон. Это тот, кто принес такую четверть самогона. И была водка, мы все цепились за самогон. Что такого желтоватого цвета, подозрительно. И вот этот тест на гениальность, значит, был чистый, значит, листок бумаги, перечеркнутый так вот пополам. Значит, и говорят, что вот надо, пишите все, что угодно вам придет в голову, и потом я могу судить. По-моему, это был Саша Мишарин, да. Скажет, я расскажу, так сказать, кто гений, кто нет, там, кто талант, кто бездарность. Так народ несколько оробел, стал там выдумывать. Я помню даже, что-то там выдумывал. Я помню, вот я точно помню хорошо, как Андрей себя повел. Он так взял листок, это просто ко мне в глазах. Он говорит, ну понятно же, взял, перевернул, что-то нарисовал. Все, это, кажется, то и нужно было сделать. То есть это опять вот это вот от рацио. Вот это чисто вот это удивительная концентрация и рациональный подход. Он, конечно, Андрей обладал колоссальной, по-моему, способностью редко концентрироваться. Вот это вот, то, что он много сделал, и так сделал. Это способность концентрироваться, как мало кто может. Вообще в искусстве концентрация – это серьезная вещь очень. Такая истинная концентрация. Тогда в глубину постигаешь. Это мало кому дано, только великий художник.